Физкульты, друзья, самое время приготовить завтрак. Нет, не так, как мы делали в прошлый раз. В этот раз будем делать что-то более съедобное и более питательное. И питательное по качеству, а не по количеству. Но до начала 20 века люди действительно ели то же самое, что на обед и на ужин. Мясо, макароны, картофель были обычными продуктами на утреннем столе, а до этого завтрака вообще как такового почти не было в мире. В Древнем Риме считалось, что полезнее всего есть один раз в день. Американские индейцы ели понемногу весь день и не делили еду на приемы пищи. А в средневековой Европе завтрака вообще не существовало. Есть по утрам было необходимо только людям, которые занимались очень тяжелым трудом. Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Так говорил Александр Суворов. И она отражает отношение военного человека к еде. Чтобы быть сильным весь день, нужно хорошо поесть утром, быть умеренным в еде в обед, чтобы не было тяжести весь оставшийся день, и отказаться от ужина, чтобы хорошо отдохнуть во время сна, не тратя силы на переваривание пищи. Завтрак стал повседневным ритуалом благодаря появлению промышленного производства. Работали на заводах строго по времени. И точно так же, как до этого военным, рабочим нужно было вписать приемы в пищу в свой график. Причем так, чтобы сил хватило на целый день физического труда. Ближе к середине 20 века в Америке начался бум сухих завтраков. И маркетинговая модель первого бренда таких сухих завтраков включала в себя ряд исследований о полезности утреннего приема пищи. Так оказалось, что те, кто завтракал каждый день, имели на треть меньше вероятность ожирения. Они также в 2 раза реже имели проблемы с сахаром в крови, а соответственно и развитием диабета. Те, кто завтракает каждый день, просто-напросто меньше переедают в течение остального дня. Сегодня культура завтрака развита во всем мире. Хотя, конечно, отдельные типы завтраков в разных частях света могут различаться. Но к чему пришли все? Первый прием пищи должен быть легким и содержать достаточно энергии, чтобы не мешать, а помогать трудовому дню. Поэтому традиционными вариантами русского завтрака были каша, творог, блины, сырники, яичница или вареные яйца. Как и рабочим или военным, бегунам тоже нужно много энергии. Ведь кроме физической активности у нас есть еще и другие дела. Но бывают и на нашей улице праздники. Первую среду июня каждый год во всем мире отмечается День бегуна. И я с огромной радостью хочу поздравить всех нас, бегунов, с нашим праздником. Этот праздник появился совсем недавно, в 2009 году, для развития наиболее доступного вида спорта для здоровья. Он зародился в Америке, но уже в 2016 году стал отмечаться во всем мире при поддержке Международной организации легкоатлетических федераций. Сегодня его празднуют в 180 странах. Мы тоже не хотим остаться в стороне и хотим внести свой вклад в беговое движение. Только в день бега мы подарим нашим подписчикам скидку на наши беговые программы. В нашем Instagram 2 июня в 9:00 по московскому времени мы выложим пост с промокодом. Первые 100 человек получат скидку в 25% на все наши программы тренировок. Но и остальные не уйдут с пустыми руками. Подписывайтесь на наш Инстаграм, чтобы быть всегда в курсе новостей. А пока вернемся к завтраку. Что бегуну нужно от еды? Давайте посмотрим на это в разрезе 3 эффектов. Первый эффект – это восстановление. Второй – это энергия для высокоинтенсивных тренировок. И третий эффект – это помощь жирового метаболизма при низкоинтенсивных тренировках. И когда мы говорим о 2 типах тренировок, вариант первый – тренировка низкоинтенсивная. Это может быть восстановительный или длинный медленный бег. В этом случае вы можете перенести завтрак на после тренировки. Тогда он должен состоять из белков и углеводов для ускорения восстановительных процессов в организме. Если же вам тяжело бежать на голодный желудок, то завтрак до тренировки должен состоять из жиров и белков. Отсутствие углеводов, как и наличие жиров, помогут процессу жиросжигания в вашем организме. Вариант второй – тренировка интенсивная.
Здесь хорошо, если ваш завтрак будет содержать какое-то количество углеводов. И, конечно, это должны быть не простые углеводы вроде сахара или белого хлеба. Что будет еще в этом приеме пищи, не так важно. Главное, она должна быть очень легкая, которая легко усваивается вашим организмом, иначе вы можете отправить ее прогуляться на одном из интенсивных отрезков. При этом постарайтесь сделать перерыв между приемом пищи и началом тренировки не менее часа. Но все эти жиры, белки, углеводы – это все теория, которая не дает нам понимания, а что же действительно нам есть на завтрак. Все эти разговоры про состав завтрака не просто так. Когда мы знаем, из чего и для чего должна состоять наша еда, мы можем уже подбирать продукты и ингредиенты для нашего завтрака. Ну а мы предложим 5 отличных вариантов завтрака для вас. Омлет – пожалуй, самый стандартный вариант. Его можно приготовить с овощами, зеленью. Это питательный завтрак, который содержит много жиров и белка. Такой завтрак хорошо подойдет перед легкой тренировкой. А если есть его после пробежки, то можно добавить немного углеводов. Например, порцию цельнозернового хлеба с маслом или творожным сыром. Смузи – отличный вариант перед интенсивной тренировкой. Особенно если у вас нет достаточно времени. Легко приготовить, легко усваивается и содержит жиры. Еще одно преимущество смузи. Ему можно разнообразить и совмещать новые ингредиенты каждый раз. Экспериментируйте, и такой завтрак не скоро надоест вам. Семена чиа – очень сбалансированный продукт, в котором достаточно и белков, и жиров, и углеводов. Кроме того, они богаты омега-3, омега-6, кальцием, железом, цинком, клетчаткой и антиоксидантами. Если вы когда-нибудь слышали про племя Тарахумара, самых выносливых бегунов на планете, то имейте в виду, что семена чиа постоянно присутствуют в их рационе.
вообще считается природным энергетиком. И в разных сочетаниях, например, с кашей или с йогуртом, могут подойти как перед интенсивной тренировкой и как восстановление после пробежки. Тосты из цельнозернового хлеба с авокадо. Есть такой природный моносахарид – моногептулоза. Он помогает восстановлению нервной системы и уменьшает чувство усталости. Так вот, в природе больше всего он содержится именно в авокадо. Кроме этого, в авокадо 20 питательных веществ. Такой завтрак очень сбалансированный, подойдет после любой пробежки. Сырники. Вкус знакомый с детства. Думаю, про полезные свойства творога рассказывать излишне, но важно, что он еще содержит жиры и белки. Начинки можно подбирать разные или вообще убрать их. В таком случае можно есть их перед легкой пробежкой, но главное – немного. Перед тренировкой вы вряд ли будете переедать, потому что вам будет сложно бежать потом. Но вот после тренировки организм часто требует сметать все, что есть в поле зрения. Не поддавайтесь этому соблазну. Завтрак должен быть обильным по составу полезных веществ, а не по количеству еды. Много лишнего в животе помешает восстановлению, ведь организм будет работать на переваривание еды, а не прошедшей тренировки. И все излишки отложатся у вас в боках в виде жира. Ну и как в беге, в еде, конечно же, важно получать удовольствие. И оно должно быть не от количества, а от вкуса. Не все то полезно, что вкусно, но среди полезного очень много того, что просто пальчики оближешь. Попробуйте наши варианты завтраков, и наверняка они вам понравятся. А также, друзья, я предлагаю написать свои любимые варианты завтраков в комментариях, чтобы мы могли все посмотреть и найти, может быть, что-то полезное от вас. Ну что, съедим легкий завтрак и бежим дальше?